Всем привет, вы на канале CryptoLevel, и сегодня у нас обзор проекта Rev3Al. Интересный проектик, давайте почитаем вообще, что нам вещает. Эта платформа представляет художникам, создателям и владельцам интеллектуальной собственности защиту в цифровом спектре метавселенной и физическом мире. Привязка цифровых водяных знаков Rev3Al к технологии Rev3Al использует несколько уровней безопасности, защиты и аутентификации данных. Токены Rev3Al являются неотъемлемой частью экосистемы Rev3Al, которая использует технологию распределения для предоставления защитной информации о защитной интеллектуальной собственности. Кроме того, он содержит индикатор Rev3Al ID, который представляет собой уникальный эталонный хэш, необходимый для каждого цифрового медиаконтента, защищенного Rev3Al, и используя этот идентификатор, контент может быть проверен и аутентифицирован. В общем, этот проект предназначен для того, чтобы идентифицировать цифровые активы, другими словами, отличить подлинник от подделки. И я хочу отметить, что это очень оригинально, так как сейчас все проекты, почти каждый проект относится к метавселенной и еще к чему-то такому. Ну, как это работает и к каким активам это относится, мы попробуем разобраться с вами дальше. Сейчас давайте закончим по L-Pool. На локацию выделено $500 тысяч, работает на Binance Smart Chain. Токеномика. Покупаем мы этот токен по 1,75 цента, почти по 2 цента за токен. Сбор на маркете до листинга токена будет $900 тысяч составлять. Это не так уж и много. Ну и токенов 1 миллиард. Давайте для сравнения посмотрим на проект, который уже вышел. Gamify, который тоже был на лаунч-пуле. Просто этих монет тоже 1 миллиард. Стоит этот токен сейчас 2,6 цента. И это на 1 миллиард монет. Плюс это готовый проект. Похожими я эти проекты называл из-за того, что здесь тоже 1 миллиард монет. По сути, эти проекты сами по себе не разные полностью. Но Gamify это уже почти готовый проект. Он уже торгуется. А новый проект, который на лаунч-пул, что будет с ним, еще неизвестно. Поэтому я думаю, это одна из причин, по которой очень сильно упали токены лаунчпад площадок, точнее IDO площадок, так как сейчас можно купить готовые хорошие проекты по цене листинга. И для многих это гораздо интереснее, так как в готовом проекте вы более уверены. Ну и вторая причина, очень много людей ушло с рынка. Так, погнали дальше. По команде. Команда у нас тут такая серьезная, не буду всех зачитывать. Давайте перейдем сразу на сайт. Сайт сделан неплохо, мне очень даже нравится. Давайте его переведем на русский язык, чтобы было быстрее. Так, тут тоже написано: цифровая защита авторских прав и технология защиты от подделок Reval3 защищает художников, создателей, владельцев интеллектуальной собственности в цифровом спектре и физическом мире. Также я не вижу здесь, не то что я не вижу, тут нет белого листа на сайте, это не очень хорошо. Ну, к этому мы еще придем. Итак, вот они показывают на проблему и показывают, как они смогут решить все вот эти проблемы, с которыми сталкиваются люди. Природа цифровых медиа позволяет легко копировать и распространять. Так как же обеспечить подлинность оригинала? Технология NFT доказывает цепочку владения в блокчейне, но не доказывает оригинальное создание. В настоящее время защита авторских прав затруднена для владельцев с ограниченными финансовыми ресурсами. И решение проблемы, которое дает нам Rev3Al. Технология Rev3Al включает в себя уровни зашифрованной защиты, скрытые внутри самого актива, которые затем могут быть проверены покупателем посредством физического взаимодействия на своем устройстве или платформе Rev3Al. То есть это будет платформа, на которой мы сможем проверить тот или иной актив. Дальше. Владельцы, владеющие цифровыми активами вне сети в настоящее время, практически не имеют возможности проверить подлинность актива, и даже если они созданы как сборщики NFT, они не могут самостоятельно проверить актив без сложного процесса аудита и блокчейна. Это является серьезным препятствием для большинства пользователей, что выгодно фальшивомонетчик. И их решение, они пишут следующее. Эффекты самопроверки технологии Rev3Al означают, что подлинность цифрового актива может быть подтверждена пользователем с помощью простого многофакторного процесса на своем устройстве и простого пользовательского интерфейса на платформе Rev3Al. Опять они нас отправляют на платформу, где это все можно будет проверить. В общем, дорожная
Карту здесь можно почитать. О команде и партнеры. По партнерам Launch Pool Metaverse Evolution. Других этих партнеров я не знаю, конечно. Так, давайте разберемся с соцсетями и с белым листом. Заходим в Telegram. В Телеграме мы видим 3800 участников. Это, я считаю, немного. Так, о белом листе я сообщение, в общем, пролистал, не нашел. Давайте попробуем у них это узнать. Я им задал вопрос, при чем тут вообще их токены, как это все работает. Вот я получил какой-то ответ от них. Давайте через переводчик прочитаем. Проще говоря, скажем, у вас есть коллекция NFT, которую вы хотите защитить, или любой цифровой актив, который важен и ценен для вас, и который вы хотите защитить от мошенничества. Копируя, вы можете просто использовать технологию Revel 3Al для защиты вашего актива, и это способ повысить безопасность или даже стоимость актива, поскольку он был защищен уровнем безопасности. Токен предназначен для подтверждения авторизации актива, для просмотра или доступа к нужным людям и просто для использования в экосистеме, которая будет больше за пределами уровней безопасности. Как-то так. В общем, он попросил написать ему в личку, и в личке он уже задал вопрос, где я живу. Я написал в Украине, и он сказал, все в порядке, мы просто не хотим проблем с США, ну что-то в этом роде. Дальше он сбросил мне вот эту ссылку и код 3 восьмерки. Не совсем понимаю, правда, к чему такая конспирация, но в общем ладно. Вот white paper, он закрыт, экономика тоже закрыта. Заходим на white paper, вводим восьмерки и разблокируем white paper. Интересно. Первый раз такое вижу, если честно. Да, white paper есть. Ссылку я оставлю в описании. Код 4 восьмерки, как вы видели, читайте. Также там есть экономика. Тоже можете взглянуть на это все. В общем, проект интересный, проект оригинальный. За счет оригинальности я верю, что этот проект, что этот токен, точнее, наберет нормальную капитализацию. Тем более проект этот нужный, команда у них не маленькая, и сайт тоже, как вы видели, сделан хорошо. Белый лист есть, но в принципе минусов я особо не нашел. Вот только что небольшие пока еще соцсети. В Твиттере вот 5000 человек и 3000, почти 4000 в Телеграме. По этому проекту я все сказал, а вы не забывайте оставлять какие-то комментарии, ставить лайки, а мы увидимся с вами в следующих видео.